Мне задали еще один вопрос. Подходит ли голодание подросткам? Давайте разберемся. Иногда на эту тему звучат негативные мнения. Боже мой, нет, нельзя лишать подростков углеводов. Приводят то одну причину, то другую. Все это неправда. Вы в самом деле хотите, чтобы подросток ел много углеводов и имел запредельный уровень инсулина? Когда инсулин гораздо выше нормы, это наносит огромный вред организму. Просто ужасный. Так что, если при вас кто-то будет критиковать голодание, спросите этого человека об опасности инсулина. Почему его не заботит это? Вот мои рекомендации, что касается подростков. Для начала пропускайте завтрак. Часто утром, спрашивая подростка: «Ты голодный?», получаешь ответ: «Нет». Ну так пусть не ест. Пусть продержится сколько сможет, постепенно начнет вообще обходиться без завтрака. Кто-то говорит: «Нет, завтрак — самый важный прием пищи, его нельзя пропускать». Мой вопрос: кто вам это сказал? Ладно, виноват. Я сам так говорил в своей первой книге, но потом понял, что это была плохая идея. Завтрак все же лучше пропустить. Это не самый важный прием пищи. Так что, если подросток будет есть в полдень и в 6 вечера, он будет голодать 18 часов. Это принесет огромную пользу. Усилится когнитивная функция, улучшится настроение, тревожность и депрессию как рукой снимет. Уйдет лишний вес, уйдет акне. Жаль, что я сам в юности не знал об этом. У меня было жуткое акне, я не знал, что делать. Я думал, что нужно просто сильнее тереть кожу мылом. Это мне не помогло. Однако голодание должно быть здоровым. Нужно не просто голодать, а совмещать с голоданием здоровое кето. Нельзя продолжать есть вредное. Нужно есть очень много зелени, чтобы организм получал нутриенты. Поймите, вы не морите подростка голодом. Вы не заставляете его долгое время обходиться без питания. Речь вовсе не об этом. Следующий вопрос: не замедлится ли рост? Попробуйте ответить сами. Какое из всех действий, которые только можно себе вообразить, сильнее всего простимулирует гормон роста? Да, это голодание. От голодания гормон роста подскочит сильнее, чем от всего остального, даже от упражнений. Уровень гормона роста можно повысить в 14 раз у женщин и в 21 раз у мужчин. Гормон роста как раз и помогает подросткам расти, как и помогает худеть. Здоровое кето помогает обеспечить организм необходимыми нутриентами. И поймите, мы не урезаем калории. Позаботьтесь о том, чтобы у подростка было достаточно здоровой еды. Не надо лишать его калорий. Мы лишь уменьшаем количество приемов пищи. Вот и все. Мы требуем, чтобы он ел реже. Голод уйдет. Тяга к какой бы то ни было еде уйдет. Самочувствие улучшится. Успеваемость и сообразительность повысятся. А если пичкать его углеводами, он весь день будет уставшим. Будет ходить как сонная муха и весь день клевать носом. Так бывает со многими детьми. При голодании нужны электролиты. Нужны витамины группы В, морская соль. Это нужно любому подростку, да и всем, кто занимается голоданием. Вот и все, о чем я хотел рассказать. Даже если ребенок не пытается похудеть, голоданием стоит заняться хотя бы из-за других плюсов. В основном ради здоровья и улучшения работы мозга. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.